Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. Часть первая. Ночная прогулка. Томас Уилсон вышел из дома в 2 часа ночи. Он делал это каждую ночь. Надевал темную куртку, брал фонарик, нож и большой пластиковый мешок и шел в город. Город назывался Фервью, но уже 10 лет никто не называл его по имени. Фервью умер. Завод закрылся, люди уехали. Остались только старики и те, кому некуда было идти. Томасу было 28. Он жил с сестрой Сарой и братом Даниэлом в старом доме на окраине. Сара работала медсестрой в больнице за 40 миль. Единственная работа, которую она смогла найти. Даниэль не работал. Даниэль не выходил из дома. Даниэль лежал на кровати в темной комнате на 2-м этаже и ждал. «Томас», — сказала Сара, когда он спускался по лестнице, — «будь осторожен». «Всегда. Сегодня холодно. Возьми одеяло. Я не иду на пикник». Он вышел. Улицы были пустыми, фонари не горели. Город экономил электричество. Томас шел по тротуару, считая шаги. Дом номер 42. Магазин, где раньше продавали пиццу. Школа, в которой он учился. Все пусто, все мертво. Он дошел до окраины, где начинался лес. Там среди деревьев стояло несколько заброшенных домов. В одном из них, по слухам, жили бродяги. Днем их не было видно, но ночью иногда мелькали тени. Томас зашел в первый дом. Пахло плесенью и мочой. На полу валялись пустые бутылки, окурки, старые матрасы. Никого. «Эй!» — сказал он в темноту. «Есть кто живой?» Ответа не было. Он зашел во второй дом. Там кто-то был. Старик, лет 60, сидел на корточках в углу, накрывшись рваным одеялом. Грязный, худой, с седой бородой. Глаза безумные, белые, слепые. «Я не хочу неприятностей», — сказал старик. «У меня ничего нет». «Я тоже не хочу», — ответил Томас. «Как тебя зовут?» «Артур». «Артур, у тебя есть семья?» «Нет». «А друзья?» «Нет». «Тогда никто не будет тебя искать». Он подошел к старику, закрыл ему рот рукой, другим движением вонзил нож. Быстро, профессионально. Старик дернулся и затих. Томас открыл мешок. Он делал это уже 37 раз. Каждый раз сердце колотилось, как у зверя в клетке.
Каждый раз хотелось выть от отвращения к себе, но он делал, потому что дома ждал брат. Часть 2. Даниэль. Даниэль проснулся, когда Томас вошел в его комнату. Не от шума. Томас был тихим. От запаха. Кровь пахла медью и страхом, и Даниэль чувствовал ее за верству. «Принес?» – спросил он. Голос был слабым, как умирающий ветер. «Да». «Свежую?» «Только что». «Сколько ему было?» «Не знаю, лет 60. Старый, мне нужен молодой. Я найду». Томас поставил кастрюлю с кровью на тумбочку. Даниэль приподнялся на локтях. Его тело было худым, почти прозрачным. Кожа серая, как пепел. Глаза валившиеся, синие, с красными прожилками. Он не болел. Он был жив. Просто жив. Без возраста, без надежды, без конца. «Дай мне выпить». Томас поднес кастрюлю к его губам. Даниэл пил медленно, с наслаждением, как вино. Кровь стекала по подбородку, капала на простыни. «Спасибо», – прошептал он, откидываясь на подушку. «Ты должен есть». «Не могу, только кровь. Доктор сказал, что ты умрешь без белка». «Я уже умер. Я просто не знаю, когда это пойму». Даниэл закрыл глаза. Через минуту он заснул. Или то, что у него было сном. Томас стоял, глядя на брата, потом вышел. Сара ждала на кухне. «Кого ты принес?» «Старика». «Мы же говорили, только молодых. Старые дают меньше энергии». «Он был единственным. Ты должен был поискать дальше». «Я не могу. Скоро рассвет». Сара замолчала. Она открыла холодильник, достала банку с кровью, прошлой, хранившейся в морозилке, поставила греться. Даниэл не любил холодную. «Сколько еще мы сможем так жить?» – спросил Томас. «Пока ты приносишь кровь. А если не принесу? Тогда он умрет. А если он умрет, мы будем свободны». Сара посмотрела на брата. В ее глазах было что-то, чего он не видел раньше. Усталость или надежда? «Ты хочешь, чтобы он умер?» – спросила она. «Я хочу, чтобы это закончилось». «Это не закончится, даже если он умрет. Мы будем помнить. Мы будем знать, что убили его своим бездействием. Мы не убиваем, мы спасаем». «Спасаем?» – Сара усмехнулась. «Ты каждый раз уходишь и убиваешь бездомного, или пьяницу, или того, кто просто оказался в темноте. И приносишь его кровь Даниэлу. Это не спасение, это каннибализм. Он мой брат. И они чьи-то братья. У старика, которого ты убил, может, была дочь, или сын, или внук, а теперь их нет. Они не искали его. Город мертв. Никто не ищет. Это не оправдание». Томас встал. Он не хотел спорить. Он хотел спать. Или не просыпаться. «Я устал», — сказал он. «Я знаю. Я не могу больше убивать. Знаю. Но я буду, потому что иначе он умрет. А я не могу его потерять. Мы уже потеряли его 10 лет назад. В тот день, когда он попал в аварию. Когда врачи сказали, что он не очнется. Ты не хотел отключать аппараты. Ты забрал его домой. И теперь он не жив, не мертв. Он просто существует.
и мы существуем для него». Томас не ответил. Он поднялся в свою комнату, лег на кровать и уставился в потолок. Потолок был черным, в углу паутина. В доме никогда не убирали. Слишком много дел, слишком мало сил. Он закрыл глаза. Ему приснился сон. Он стоял в поле, в высокой траве. Рядом Даниэл, такой, каким он был до аварии, здоровый, загорелый, улыбающийся. Они были детьми. «Бежим!» — сказал Даниэл. «Куда?» «Вперед!» Они побежали, трава хлестала по лицу. Небо было синим, солнце жарким. Даниэл бежал быстро, легко, как тогда, когда они играли в футбол. Томас не поспевал. «Подожди!» «Не могу, я должен идти». «Куда?» «Туда, где нет боли». Даниэл исчез. Томас остался один в поле и услышал сзади шаги. Он обернулся. Стоял тот, кого он убил сегодня. Старик Артур, с открытой раной на груди, с улыбкой. «Теперь ты мой», — сказал старик. «ты и твоя семья». Томас проснулся в холодном поту. Часть 3. Девушка. На следующий день Сара привела домой девушку. «Это Элис», — сказала она. «Она новая медсестра в больнице. Ее перевели из Бостона. Ей негде жить». «У нас нет места», — сказал Томас. «У нас 3 спальни. Даниэл занимает одну. Ты одну, я одну. Она может спать в гостиной. Здесь нет мебели. Купим». «На что?» «У меня есть деньги». Элли стояла в дверях с чемоданом и улыбалась. Ей было лет 25. Русые волосы, зеленые глаза, веснушки. Она выглядела живой. Живой в мире, где все умирало. «Я не буду обузой», — сказала она. «Я работаю в ночную смену, днем сплю. Вы меня почти не заметите». «Заметим», — ответил Томас. «В этом доме все заметно». Сара отвела Элис в гостиную, постелила старый матрас, дала чистое белье, поставила на стол лампу и книгу, прочитанную 100 раз. «Не обращай внимания на Томаса», — сказала она. «Он просто устал». «От чего?» «От жизни». Элис не стала расспрашивать. Она чувствовала, в этом доме есть секрет. Странный запах, которого не было в больнице. Лекарство или кровь. Через 3 дня она услышала шаги на 2 этаже. Не Томаса, он был в городе. Не Сары, она работала. Кто-то ходил по коридору. Медленно, тяжело, волоча ноги. «Эй!» — позвала Элис. «Есть кто?» Шаги остановились, потом продолжились. Элис поднялась наверх. В коридоре было темно, только в конце. Из-под двери пробивался свет. Она подошла, приоткрыла дверь. На кровати лежал мужчина, молодой, лет 25, но старый. Кожа серая, глаза впалые, губы синие. На тумбочке кастрюля с чем-то темным. «Ты кто?» – спросил он. Голос был слабым, как шепот. «Элис, я живу здесь, а ты?» «Даниэл, я брат Томаса». «Чему ты в темноте?» «Свет болит». «Что у тебя за болезнь?» «Не болезнь, просто я не могу умереть». Элис подошла ближе, посмотрела на кастрюлю, понюхала. Кровь. «Ты пьешь кровь?» «Да». «Человеческую?»
«Да. Откуда она?» Даниэл не ответил. Он закрыл глаза. Через минуту заснул. Элис вышла из комнаты, спустилась на кухню, открыла морозилку. Банки. Десятки банок с кровью. Аккуратно подписаны. Мужчина 40 лет. Женщина 25 лет. Ребенок? Она захлопнула морозилку, взяла телефон. Хотела позвонить в полицию. Но кто поверит? «Здравствуйте, я живу в доме, где хранят кровь в морозилке. Ее сочтут сумасшедшей». Вечером вернулся Томас. Он был бледнее обычного, с красными глазами. «Ты плакал?» – спросила Элис. «Нет, просто ветер». «Ты убиваешь людей, чтобы кормить брата?» Томас замер. «Откуда ты знаешь?» «Я видела морозилку. Ты не должна была туда смотреть». «Что ты сделаешь? Убьешь меня?» Томас молчал. Он сжимал кулаки, потом разжал. «Нет», — сказал он, — «не убью». «Почему?» «Потому что ты живая, а я уже не знаю, жив ли я». Она села рядом, взяла его за руку. «Я помогу вам», — сказала она. «Чем?» «Есть другие способы. Донорская кровь. В больнице. Я могу приносить ее». «Ты рискнешь работой?» «Я рискну жизнью, потому что вижу, как ты мучаешься. Я не хочу, чтобы ты продолжал». Они договорились. Элис будет приносить донорскую кровь. Понемногу, незаметно. А Томас перестанет убивать. Первые 2 недели все шло хорошо. Даниэл не отличал донорскую кровь от той, что приносил Томас. Он пил, спал, просыпался. Жизнь его теплилась, как свеча на ветру. На 3-ю неделю Элис уволили. «Пропажа крови», — сказал главврач. «Мы знаем, что это вы. Не хотим скандала. Просто уходите». Она вернулась домой, сказала Томасу. «Теперь только по-старому», — сказал он. «Нет, я найду другой способ». «Нет других способов, только убивать. Или умереть». «Что?» «Если он умрет, все закончится. Вы будете свободны». Томас посмотрел на нее. В его глазах была ярость. «Не смей», — сказал он. «Ты сам так хотел». «Я передумал». Он поднялся в комнату Даниэла, сел на край кровати, погладил брата по голове. «Все будет хорошо», — сказал он. «Врешь», — шептал Даниэл. «Но я люблю тебя за это». Часть 4. Последняя ночь. На 40-й день Даниэл перестал пить. Он не хотел, он смотрел на кастрюлю с кровью и отворачивался. «Я устал», — сказал он. «Тебе нужно пить», — ответил Томас. «Я больше не хочу, я хочу умереть». «Ты не можешь, у тебя не получается». «Тогда я сам помогу себе». Он взял нож, тот, который Томас забыл на тумбочке. Полоснул по запястью. Кровь потекла, черная, густая, как нефть. Она не сворачивалась, она просто текла, оставляя следы на простынях, на полу, на руках Томаса. «Что ты делаешь?» – закричал Томас. «Освобождаюсь». «Сара, Сара, иди сюда!» Сара прибежала, зажала рану, наложила жгут, но кровь не останавливалась. «Он истечет за час», — сказала она. «Тогда дайте ему свою кровь», — сказала Элис. «Прямую, из вены». «Мы не знаем, подойдет ли». «А что терять?» Они сделали переливание. Томас дал свою кровь, Сара свою.
Элис тоже предложила, но Даниэл отказался. «Чужая не подойдет», – прошептал он, – «только родная». Рана затянулась, Даниэл заснул. Томас и Сара сидели на полу, обессиленные. «Мы не можем так дальше», – сказала Сара. «Знаю. Он не хочет жить, мы держим его насильно. А если мы его отпустим, тогда мы будем убийцами. Мы и так убийцы». Они замолчали. Элис стояла в углу и плакала. Этой ночью Томас не пошел на охоту. Он сидел у постели брата и держал его за руку. «Дэн», — сказал он, — «ты помнишь, как мы бегали в поле?» «Помню. Ты убежал от меня и сказал, что должен идти туда, где нет боли». «Я уже там», – прошептал Даниэль. «Сейчас, с тобой. Больно только тогда, когда ты рядом». «Почему?» «Потому что я люблю тебя, а любовь – это всегда боль». Даниэл закрыл глаза, не заснул, умер. Тихо, без крика, без судорог. Просто перестал дышать. Томас сидел, смотрел на него и не верил. «Он умер», — сказала Сара, входя в комнату. «Нет», — ответил Томас, — «он просто ушел, туда, где нет боли». «Ты плачешь?» «Нет, просто ветер». Он встал, вышел из дома, прошел по пустой улице, мимо школы, мимо магазина, мимо домов, где когда-то жили люди. Дошел до леса, сел на пень и смотрел на небо. Небо было черным, звезд не было. «Ты здесь?» – спросил он шепотом. Ответа не было, но он чувствовал. Даниэл был рядом, в воздухе, в тишине, в ветре, который гладил его по щеке. «Прощай, брат», – сказал Томас. Вернулся домой. Сара и Элис сидели на кухне, пили чай и молчали. «Что теперь?» – спросила Элис. «Теперь жить», – ответил Томас. «Как?» «Как все. Плохо, но по-человечески». Эпилог. 3 месяца спустя. Они похоронили Даниэла на холме за домом. Без священника, без цветов, без надписи. Просто яма, тело и земля. «Ему не нужна была память», — сказал Томас. «Ему нужен был покой». Сара вернулась в больницу. Томас устроился на ферму. Доил коров, чинил заборы, работал от зари до зари. Элис осталась, она не уехала, хотя могла. «Почему ты здесь?» – спросил ее однажды Томас. «Потому что ты здесь», – ответила она. Они не целовались, не говорили о любви, просто были рядом. Этого было достаточно. По ночам Томас иногда просыпался, шел на кухню, пил воду, смотрел в окно. В темноте ему казалось, что кто-то стоит за забором. Высокий, худой, в сером. «Даниэл?» – шептал он. Никто не отвечал, только ветер. Однажды ночью он вышел на крыльцо. Фигура была там. Стояла, смотрела. Томас подошел ближе. Это был не Даниэл. Это был старик Артур. Тот самый, убитый в первую ночь. Только живой, улыбался. «Я же убил тебя», — сказал Томас. «Убил, — ответил Артур. но я не умер, я ждал. Теперь ты один, а мы многие». «Кто мы?» «Те, кого ты убил, 37 человек. Мы все здесь, в лесу, в городе, в твоем доме. Мы ждем, когда ты уснешь, и тогда мы придем».
Томас закрыл глаза. Открыл. Фигуры не было. Только ветер, луна и пустая улица. Он вернулся в дом, лег рядом с Элис, закрыл глаза, но не спал, слушал. Дом молчал. Ни скрипов, ни шагов, ни дыхания. «Ты спишь?» – спросила Элис. «Нет, я тоже». «Ты боишься?» «Нет, я с тобой». Он обнял ее. Они лежали в темноте, слушали тишину, и каждый думал о своем. Томас думал о Даниэле, о том, что брат наконец-то свободен. А он нет, он прикован к прошлому цепями из крови и вины. Но может быть, когда-нибудь он тоже освободится. Может быть, когда перестанет бояться. Или когда перестанет любить. А пока он просто лежал и ждал рассвета.